жизненный путь Стивена. Я сегодня с ним на эту тему беседовал и говорил, откуда эти люди это взяли? Это вообще все ни о чем. Стивен не имеет никакого отношения ни к Одессе, ни к великому еврейскому народу. Стивен совершенно других этнических корней. Да, действительно имеет прямое отношение к России, но к тем регионам, которые буддистские регионы. Его дед строил подводные лодки в Владивостоке, а пришли туда вот из тех регионов, где у нас буддизм. Ну, как рассказывает сам Стивен. А его мама из племени американских индейцев из Могикан. Так что, если угодно, Стивен последний из Могикан. Стивен очень интересно живет жизнь. Стивен сейчас находится в России, много работает в России, много думает. И, конечно, в этом плане очень и очень интересный человек. Изучает русский язык, и многие думают, что Стивен актер. Нет, Стивен, в первую очередь, выдающийся музыкант и великий мастер боевых искусств. Но, конечно, я знаю точно, когда Стивен начал петь. Это было 10 апреля 1952 года. Как только он появился на свет, он сразу и запел. Да. Как-то примерно так. Hi, Steven. Привет, дорогой. Well, I told him that your Russian is almost perfect. Я же говорил, что у Стивена прекрасный русский язык. Стивен, why blues? Стивен, почему блюз? Boy, that's a kind of a hard question to answer. When I was Это тяжелый вопрос, чтобы на него ответить. when I was a young boy Когда in был Detroit, юным мальчиком в Детройте, all the great blues legends lived in все великие Mississippi, блюзовые легенды жили в Миссисипи, Memphis, Мемфис, the deep South, where they were working hard in the cotton fields and the coal mines, далеко на юге. and they tried very hard to get out of the cotton fields, and И so они they очень старались, came into чтобы оттуда Detroit because they уехать, knew переехать в Детройт, потому что они знали, что там, that there was work in the steel mills. что там они работали на металлургических заводах. You know, building cars in Detroit. В Детройте тогда машины строили, выпускали. So I would be sitting on my porch, Так что я сидел у себя, and you would listen to the people. It was по-русски pretty дома, much an и all-black neighborhood, maybe with a few там hillbillies. все вокруг And были черные, у меня you в would hear округе. these people playing the blues, И ты просто слышал and этих I'm just людей a великих, child, которые and I играли just блюз. И я, fell как in love with the sound. молодой парень, просто влюбился в этот звук. And I remember И я помню, sitting at the feet of these old blues legends, как я сидел у ног этих блюзовых легенд блюза, just listening to them play. просто слушал, как они And coming играют. to understand, you know, the blues. See, you know, I'm not saying I know the blues better Я не than могу anybody, сказать, что я знаю блюз лучше, чем все, but I will say that a lot of the но я могу сказать, что British многие из guys who британских sort ребят, of ripped off которые the blues legends and became которые famous like that, воровали most блюзовых of them легенд learned the blues from a record. и стали знаменитыми, они на самом деле учили блюз по записям. They learned it from a record, and I learned it by sitting at their feet А я выучил, and сидя у ног великих, directly learning from и them. прямо вот перенимал от них. And you know, people say, well, И люди blues is говорят, sort of the что language of great oppression and блюз — это came from язык, slavery. But in язык тех, fact, кто был угнетен, язык рабства. Но на самом деле someone like Gatemouth Brown, for example, used to say, Гейт blues can Бран, make you например, just говорил, as happy as it can make you sad, что and it блюз can может делать тебя celebrate так же life as счастливым, much as как и it can несчастным. celebrate where they came from in slavery. So blues is just really something that is, for me, the most soulful music that there is. Просто для меня блюз — это самая одухотворенная музыка из тех, которые существуют.
So which one of the guys did you like most, appreciate most? Plus, it's an interesting way you met them when you were really young, and then when you became the star, the big one, the Hollywood celebrity with all the money, with all the great people saying, "Come on, you're the legend," and you get back to them and you sit down with them and you started playing with them. Did they recognize you? Did they remember you? Let me interpret what I said in Russian. Я говорю, вот ты играл с ними, ты слышал их, когда был совсем маленький, а потом ты вернулся, и уже ты легенда, ты уже в Голливуде. И деньги, и слава, и тебе все говорят, ты великий, а ты потом идешь к ним и начинаешь с ними играть. Они тебя помнили, когда ты был маленьким парнем и сидел и учился у их ног? So, I was telling you earlier today, the Я говорил blues тебе guys раньше, что were very, very блюзовые humble ребята, они очень скромные. black people, and humility is usually born from those who have really and truly suffered. И что вот эта прочувственность и способность к этому, она рождается в тех, кто действительно страдал. If you would walk up to a blues legend, 40 years ago, 50 years ago, Если ты подойдешь к легенде блюза 40-50 лет назад, they'd say, "How y'all doing? How you doing, son? Come on in, sit и down." они скажут, сынок, как ты? Садись, давай, иди сюда, присаживайся. If you go up to a movie star and you say, Если "Hi, ты how are подходишь you?" к звезде кино и скажешь, как ты? Most of the normal movie stars that I Большинство knew back in the обычных day, голливудских звезд, they которые я think знал they're еще so тогда, precious, они and no несут, one они can come просто up and себя talk to несут, them, and что вот никто не their может с ними bodyguards would говорить. shoo you away. И там вот прям будут еще Because телохранители, they're so которые будут precious. тебя отгонять. Настолько они ценные. But the Да, blues знаешь, guys, man, like I said, they came блюзовые from люди, nothing. They они поднялись suffered, из ничего, and они they know страдали. what it's like to be a regular human being. И они And знают, что those такое are быть some of the нормальным guys who, человеком. in the music, raised me up, and in the И те люди, music которые меня taught me воспитали в what музыке, the blues научили really меня is, not музыке, just объяснили by мне, что me такое блюз. listening to the simplicity of blues, because like Igor Butman, for example, is a brilliant musician and a dear Вот, friend of например, Игорь mine. Бутман, прекрасный музыкант и мой друг. But if you listen to jazz, it's for us, the old blues guys, jazz is very busy. И если ты послушаешь джаз, то для нас, для блюзовых людей, джаз, он очень такой суетливый. And the blues legends, they listen to what's not there. И они, вот блюзовые ребята, слушают то, чего там нет. They listen to the space. Они слышат пустоту между нот. Yeah, man. And so when I play the blues, И there's когда я something they играю call блюз, loping. Loping means like just the way you're riding a horse slow. и There's ты, just вот этот that. стиль And when называется you start лоупен. to play the Это как будто leads, ты как you're на not лошади playing едешь, то есть busy. ты качаешь. You Ты не загромождаешь, just то есть вот этого всего try нет. to accentuate the moments Ты in the наоборот расставляешь phraseology акценты, моменты that can пустоты, really come forward and move you. которые вот тебя выстраивают и ведут за собой. B.B. King Man, used to that's say to cool. me, That's really B.B. cool. King used to say to me, Би-Би Кинг son, говорил мне. he always called me son, let me tell Он you всегда меня something. называл сынок. When you with somebody and Когда they ты с talking to кем-нибудь, you and и they они talking говорят с so тобой, fast они and говорят all they слишком do is быстро, talk and и они только talking, говорят. how they make you feel, boy? Как And они I would заставляют тебя say, чувствовать, сынок? that's a little bit overbearing. И это He'd say, немножко yeah, загружает. man. И он сказал, That's да, why сынок. in the blues, Да, we поэтому в only блюзе say what we gotta say. мы говорим только тогда, когда нам есть что сказать. Вау! Love that! And BB would say, you listen to И this boy over here? Биби And сказал, I'm not going to mention any names. You listen to the boy over here? ты послушай All этого you парня, я не hear буду is a говорить, ну bunch of послушай этого fast парня. fucking Ты что notes. слишком быстрый? And I would say, yeah. He'd go, I'll make you cry with one note. Я говорю, он слишком быстрый, я не могу разобрать ни одной ноты. Он слишком быстрый. I'll make you cry with one note. Он говорит, а я заставлю тебя плакать с одной ноты. С одной ноты. That is baby, man. Well, I love a whole bunch. Well, when you play blues, I can't stop listening when you play blues. When you sing blues,
I can't stop listening when you sing blues. Your guitar is just, she knows exactly what you want from her. Not a lot of people can get that sound out of the guitar. Yeah, cool with it, man. It's kind of heartbreaking because my whole collection is sort of Я говорю, hidden что away in Стивен another блестяще играет на country. гитаре. Он говорит, для меня это очень болезненная тема, потому что вся моя коллекция гитар осталась в Америке. Well, I didn't really say America. I said another country. Да, я не сказал Америка, говорит, он это сказал в другой стране. Trying to be a little more secretive here. Да, я пытаюсь тут быть чуть более таким секретным. It's a very important collection. That's why it's guitars from every single one. Это очень важная для меня коллекция. Это коллекция из гитар, которые до этого принадлежали каждому из великих блюзовых легенд. Вау. Каждому. Howlin' Wolf, Muddy Waters, Lionel Hopkins, Albert King, Albert Collins, John Lee Hooker, everybody. I got all their guitars. All their guitars. У меня гитары всех этих людей. Стивен перечислил джазовых легенд. But how does it come together, Japan and blues? Because you grew up in Japan. You spent a lot of time in Japan. You matured in Japan. Я говорю, а как это уживается? Япония и блюз, потому что Стивен с 16 лет жил в Японии. Стивен заматерел в Японии. Япония не совсем блюзовая страна. It's kind of like breathing, Blues is kind of like breathing. Это как дышать. Блюз — это как дышать. If you can't have the blues, you can't breathe. Если у тебя нет блюза, ты не можешь дышать. It's like it come with you wherever you go. The blues come with you wherever you go. Куда бы ты ни пошел, блюз будет с тобой. And B.B. King once said to me, I hate to keep quoting B because many other great blues masters B.B. King said a сказал, lot я of different не things. очень люблю каждый раз цитировать Биби, потому что многие великие со мной говорили. But B.B. once said to me, he said, Stephen, Биби сказал мне, Стивен, the greatest blues guitar player I ever heard, nobody has ever heard of. Самый великий блюзовый гитарист, которого я слышал, то таком не слышал никто. And I said, yeah, man, I know what you mean because much of my life I just played for myself. I didn't care about going out and doing concerts and shows. I didn't care. I just loved playing the blues and playing with other great players. That's all I cared about. И я сказал ему, Биби, спасибо, но просто я понимаю, о чем ты говоришь, но для меня просто было всегда важно играть с великими, а не давать концерты, не показывать мое мастерство. Спасибо за добрые слова, но просто для меня было важно вот быть и чувствовать. Yeah. So, can you sing a couple of notes with this magic voice of yours? What Mojo, we'll do is Mojo singing. I'll come in. I'll come into the studio and I'll bring some я говорю, я приду к тебе в crazy студию Russians with me. И возьму каких-нибудь сумасшедших русских со мной. And we'll set up some amps and play some real blues for you. И мы поставим усилки и сыграем для ваших зрителей блюз. Steven, not a lot of people realize that your Japanese is even better than your English, and probably much better, I hate to say that, than your Russian. Говорю, немногие знают, что Стивен гораздо лучше говорит по-японски, чем по-английски, и уж точно лучше, чем по-русски. Can you just say a few phrases in Japanese to see people how differently it sounds? But the important thing is that when Steven speaks in Japanese, people cannot actually realize that the person who is speaking is not Japanese. Говорю, ну Стивен настолько хорошо говорит по-японски, что когда его слушают японцы, они не могут понять, что это не японец. Настолько точно говорит Стивен. You have Tokyo accent or you speak with different accents? Well, that's a really good question. I spent my first 10 years in Tokyo in a place called Shinjuku. Первые 10 лет я провел в Токио вместе с Шинджуку. And then after I went to a place called Juso, which was in Osaka. И потом поехал в Осаку вместо Джусу. And so the Kansai dialect is really quite interesting. I'll tell you a very interesting story, Volodya. Я одну историю вам расскажу. I remember one time I was working with a bunch of folks in Osaka. Я помню, я работал с ребятами в Осаке.
somebody was standing right next to me, and I said something to him about something that was happening. И со мной And he сел said, парень, "What?" я сказал ему что-то, и он мне говорит, что? And I said it again И я perfectly. And he повторил said, "What?" на And I идеально turned and I японском, он looked at him сказал, and что? said, "You're from Tokyo." И он посмотрел, он говорит, ты же из Токио. But, I'm Ну, giving my знаешь, age away. Back in the day, nobody could understand that Kansai Ben unless you were from there. но But тогда later никто не on, they мог понимать started конца, если doing ты был не оттуда. TV and TV shows with Kansai stories, and all of a sudden, the whole of Japan started to be able to learn Kansai Ben. Но потом, благодаря телевидению, все стали изучать конца. I had similar story. I used to work in Huntsville, Alabama. Я работал в Huntsville, Alabama. And I went to Mobile, Alabama. And I was speaking with some folks there. And big black lady, she asked me, "Man, you speak with a funny accent. Where are you from, my man?" И такая большая черная женщина мне говорит, парнишка, ты говоришь с каким-то странным акцентом, ты откуда? And I told her, well, I'm Russian. Я говорю, я русский. Good that you're not Yankee. The war I is not understand that. over, my boy. Говорит, хорошо, I что ты русский, а understand не that. янки, да. Because man, Да, я you see, понимаю это, the я Civil понимаю. War Гражданская was a война terrible crying shame. — это было ужасное And преступление. to this day, И до most сегодняшнего people дня think that многие the Civil War was fought over slavery думают, что гражданская война была and против the рабства abolishing of slavery. и для того, чтобы In побороть my рабство. opinion, Но Civil War моя had точка nothing to зрения, do with slavery. что гражданская война вообще не имела к этому никакого отношения. And if people want to study very carefully, they'll even find Если люди будут реально изучать эту documents проблему where и Abraham Lincoln was найдут speaking, документы and с Abraham речами Lincoln Абрахама clearly said, Линкольна, "I don't care и вы увидите, about что он говорил, slavery. да мне I вообще don't care. наплевать на рабство, наплевать. All I care about is that I win this war." Единственное, Because что he меня knew if he волнует, won the чтобы war, я he would выиграл get эту войну. reelected. He didn't care about the blacks. He didn't Ему care было about slavery. He did наплевать not по поводу care. рабства и по поводу черных. Ему было наплевать. And that war И эта was война really about people in the South who were the most dignified, spectacular, wonderful, была о людях о artistic, южанах, cultured которые были people in культурные, the world back образованные, then. прекрасные. But they didn't get along with the North because the North Но они не могли wanted ужиться с севером. to really tax them in a bad way and Потому control что them in a bad северяне way. хотели их контролировать и сказать, And and at one slavery point, was the South, everywhere this time. Slavery was yes, everywhere. И it was in the North. It was я говорю, everywhere. рабство было и на севере, и на юге. And it's, And well, it's an awful thing, slavery. No, definitely it's a yeah, shame, but it's not just the shame of the точно. South, it's the shame of the North as well. That's the thing. And Я говорю, что и рабство это, конечно, позор, но basically, это позор не these только people юга, in но the и South севера. just said, you know what? We want to separate. И We южане сказали, want мы хотим to, отделиться. and they really should have had the right to do that, И у них to было separate, право это сделать. from the North. But the North knew that if they did that, Но they север знал, что wouldn't если be южане able отделятся, to tax them and control them and so у forth and них не so будет on. And возможности so облагать их налогами и контролировать их. they started this big war. And И они Robert E. начали Lee, эту for войну. me, interestingly enough, Robert E. Lee, И he was генерал Роберт Ли, anti-slavery. он, кстати, был And Robert против E. рабства. Lee was the greatest wartime general in the world. He И он was был amazing. величайший полководец своего времени в мире. And he had a horse that he rode called Traveler. He was amazing. И, кстати, у него была And потрясающая лошадь, такая прям, которую yeah, называли путешественник, traveler. but Вы знаете, the South, in many, many ways, will never die. знаете, And вот that's where the blues came from. That's where the real во culture многих of old аспектах America came from. юг никогда не умрет. И вот откуда и культура юга, и отсюда блюз. And I told him And that there are a lot of lies about your origin, about your roots. Я говорю, что очень много врут о происхождении Стивена. So I told him that your grandfather, he used to build submarines in Vladivostok.
That's right. Before the war, yeah. Yeah, but he was from Buddhist part of Russia. Yeah, because, my grandfather's side, on his side, they were mixed from Buryat, Irkutsk, Yakutia, that area. То есть So there's some Asian. его дед, And, вот он Бурятия, Якутск, все, что перечислил Сигал. And then my grandmother was a little bit different, but Моя бабушка там несколько другая линия. they were from that area. They moved from Irkutsk, Yakutia, Вот они из Baikal Иркутска, area из into Якутии, Байкал Vladivostok. до Владивостока. And Вот then они from вот there, так шли. they, from what I hear, Вот то, moved что мне говорили, into St. Petersburg and then left America вот они for America через somehow. Санкт-Петербург уже уехали в Америку. And your mother is Native American. That's right. She's a Mohawk. Его мама, она Mohawk, из американских индейцев. Wow. I have to ask you that. Don't you blame me. Don't you blame... That's not my fault, but people asking all the time. Your favorite movie? Я говорю, я обязан спросить, просто иначе невозможно. Самый любимый фильм Стивена? It's a cross between Fire Down Below and On Deadly Ground. On Deadly Ground is all about Indians and the environment, which is very important to me. И, как ни странно, это вот такое сочетание вот фильма, который мы все любим, и фильма, где речь идет о экологии. And then Fire Down Below is about the ecology again, but it's also about the blues and country blues and stuff like that. So there's a lot of great musicians in that movie. И в этом фильме очень много великих музыкантов. When are we gonna see a new movie? Когда мы увидим новое кино? It's a very, very politically charged world right now. Это очень политически мотивированный вопрос сейчас, точнее, зависящий от политики вопрос. There are many people who I consider to be sort of, gurus of Hollywood history who believe that Hollywood is completely over and that it will never come back. Которых я считаю гуру Голливуда, которые считают, что Голливудом покончено, он никогда не вернется. And certainly, if it does in one way or another, it'll be more streaming and, stuff like Netflix and all that stuff. И, конечно, Netflix, стримы, это все поднимается. With me, it wouldn't matter anyway, because I don't really want to make movies in America, but... Но я не хочу снимать фильмы в Америке. I would like to make movies, continue to make movies, and я бы с радостью продолжал делать фильмы. Is и я хочу... to do a kind of a co-production between Russia and Asia. Сделать Asia meaning Japan, совместное Malaysia, производство China. Россия, Китай, то есть Азия, Малайзия. Yeah, Malaysia, that's right. So, and I think that I can, tell stories about the philosophy of the martial arts. Я могу рассказывать истории и о философии, о боевых искусствах. Lots of great true stories. Действительно, великие истории. Стивен, I hate to say that, man, but you have to give me more of your time. We should sit down and we talk for hours. You are the man. You are my blood brother. Thank you. You What Steven. that means? I appreciate that. Means? That means anytime, any place you need me or you want me, I will be there. Thank you, Steven. It's an honor and pleasure. Я не буду вам переводить, что сказал Стивен, но вы и так все поняли. Стивен сказал мне, что я его брат, и что если мне понадобится в любой момент, где угодно, когда угодно. Я горжусь нашей дружбой, я горжусь этим человеком. Это потрясающий человек и величайший мастер из тех, которые живы сейчас на этой земле. Величайший мастер. То есть таких просто... Я даже не знаю, с кем сравнить.